Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим карманы, которые у нас были в спортивном костюме Sport-Chic. С кантом или без канта технология одна, за исключением маленького нюанса. Ну что же, по вашим просьбам приступим. Я, конечно же, не делаю это на готовом изделии, на большом крое, поскольку у меня крой сейчас идет с другими карманами, поэтому на кусках ткани я вам покажу. Мы краили с вами, делали выкройку, я объяснила, как нарисовать мешковину, обязательно говорила на ней вырезать формат кармана, который он будет в готовом виде, и куда мы вставим наши рамки, какой должна быть рамка ширины и длины. Она будет сложена вдвое, соответственно, попадая в это отверстие, вот таким образом, должно остаться запас ткани, должен быть, который позволит нам обрабатывать этот карман. В костюме Sport-Chic рамка имеет границы по ширине 3 сантиметра, а по длине сейчас мы определим, сколько она у нас занимает. 15 сантиметров. Значит, ширина кармана 3 сантиметра, длина его 15 сантиметров. Значит, рамка должна быть длиной 19 сантиметров и шириной 8, потому что она сложена вдвое будет. 3 сантиметра будет это ширина рамки, остальное пойдет 4 сантиметр, всего в сложенном виде 4. 1 сантиметр на ее обработку. Можно оставлять и 2 сантиметра, лишь бы было вам удобно работать с этим материалом. Выкроили. Берем нашу полочку, раскрываем, смотрим, где у нас будут предполагаемые карманы расположены. Как они будут расположены? Прямо, под углом. Определились. Сложили полочку вдвое, сгибом по центру, повернули к себе низом, взяли линейку, взяли карандаш, который потом легко смывается или от температуры исчезает. Вот она лежит перед вами. Для удобства, чтобы вы не путались, это можно сделать на лицевой стороне, потому что когда делают наизнанку, иногда карман рисуют в другом направлении. Это не годится. Если у вас полочка идет вот так, то карман должен идти, если по косой, если он будет косым, так, чтобы рука входила удобно. Значит, вы должны его разместить от центра к боку спускаясь, от сгиба спускаясь к боку. И тогда он у вас правильно пойдет. Значит, верхняя граница ближе к центру, нижняя граница ближе к боку. Уровень наклона выбираете, какой вам удобный. Он может быть хоть просто вертикален. Неважно. Рисуем. Отмечаем 15 сантиметров длиной. Будет наш карман. Отмечаем 15 сантиметров. Ставим точки. Вот. При обработке этого кармана можно смело по центру провести линию. Вот мы ее провели. Потому что мы все равно будем вырезать его сердцевину, и эта линия отрежется. Что мы делаем дальше? Складываем изнанка к изнанке. Вот наш сгиб. Ставим в край кармана, в край намеченного кармана иглу. Строго вертикально, не под углом, строго вертикально. Поставили. Есть. Ткань лежит ровно, ничего не бегает. Есть. Перевернули. Вот наши иголочки. Нам можно не заморачиваться, теперь вымерять, отмерять. Сразу ставим точечки в этих дырочках. Есть. Перенесли линию кармана. Перенесли.
наводим. Наводить лучше в разложенном виде, потому что когда толстая ткань, как у меня футер, она будет линия размытая, неточная и некрасивая. Значит, проводим. У нас получилось два брата-близнеца, два одинаковых кармана. Вот. Наметили эти линии. Теперь поставили линейку. Чуть-чуть где-то дальше поставили точечки. От кармана чуть дальше, на которые вы потом будете ориентироваться, когда будете накладывать сверху кучу всякого материала. Таким же образом перенесли наизнанку края карманов. Таким же образом. Вот. Вот точка, и от нее линия. И вот точка, и от нее линия. Вот она. Для чего эта линия? Смотрите. Мы обсуждали в том видео, где мы смотрели спортшик, когда мы краили, какие детали надо выкроить. Вот это долевик. Он выкраивается в долевом направлении, он нерастяжим. Поскольку у нас лохматая ткань, подвижная ткань, карман пришьем, карман тяжелый, толстый, обработка сложная в такой ткани. Нам надо с изнанки, вот долевик выкраиваем вот так вот, прикладываем к центру кармана, раскрываем. Вот наш долевичок есть. Прикрепляем. Прикрепляем. Точно так же поступаем с этой стороны. Складываем вдвое, к центру кармана прикладываем, ориентируясь на эти боковые линии. Они нам указывают на центр кармана. Прикрепляем. Чуть дальше границ кармана прикрепляйте, чтобы иглы вам не мешали. Переворачиваем. Лицевая часть перед нами. Что нам надо сделать? Если вы хотите получить карман с кантом контрастным вашей ткани, то вам нужно взять для трехнитки мешковину, упругую, но шелковистую такую, другого цвета. То есть, если у вас идет декор черного цвета, значит мешковину можно взять черного цвета. Это не совсем правильно, но это выход из положения в крайнем случае. Если вы предполагаете к белой кофте белую мешковину, то вам надо выкроить обтачку такую же самую, как долевик, такую же самую, которую вы положите сверху на карман. Точно так же согнули вдвое обтачку. Сверху у нас на мешковине рисуем вот этот карман, который мы создали на выкройке. Мы на мешковину это перенесли, и мы будем по этой строчке, по этой линии отстрачивать наш карман. Положили обтачку. Это в том случае, если она у вас будет контрастна к этой ткани. Если у вас не будет контрастной ткани, то не нужна эта обтачка. Она дает дополнительное уплотнение. Вот. Ну, коль уж вы используете обтачку, то вы положили ее вот таким образом. Центр обтачки к намеченной линии кармана, к центру кармана, к центру кармана. Затем сверху укладываете мешковину так, чтобы центр намеченного кармана, вот они эти точки, на ней хорошо видны, вот центр кармана, вот он, совпадал вот с вашими отмеченными линиями, которые вы дальше кармана ставили точечки. Вы можете приложить линейку, если вы глазам не доверяете, и подводить мешковину центр кармана к этой линии вот таким образом. Все.
приложили, обратили внимание на то, чтобы ваша мешковина лежала правильно, длинным ровным срезом к центру изделия, изгибистым коротким срезом к низу изделия. Вы тогда не ошибетесь. Когда вы ее пришьете, разрежете и вывернете, то у вас карман, мешковина будет лежать правильно. Значит, в моем случае нет обтачки сейчас. Поэтому я показываю только на мешковине, которая соответственно такого же цвета, как основное изделие. Мешковин на один карман идет 2 абсолютно одинаковых. Значит, 2 кармана, 4 мешковины. Наша задача сейчас по вот этим линиям, нарисованным на мешковине, четко, строго прострочить густой прочной строчкой. Для того, чтобы когда мы вывернем, не разлезлись углы. В углах желательно даже закрепочки поставить. Значит, строго, четко по этой линии, не выходя за границы, чтобы у вас 2 кармана были абсолютно одинаковых, вы должны четко выполнить эту задачу. Выполним ее. Буду показывать пример только на одном кармане. Второй карман я вам покажу другой вариант с пришиванием молнии. Чтобы не делать работу дважды одну и ту же. Я сейчас перехожу к машинке и делаю эту работу. Значит, что касается рамок, которые будут в кармане. В моем спортивном костюме они были двухцветные. Черное и белое. Соответственно, кант со стороны черного белый, со стороны белого черный. Соответственно, когда вы будете пришивать, вы точно так же под мешковиной выкладываете и обтачки. Там, где будет черная рамка, кладете белую обтачку, где будет белая рамка, кладете черную обтачку, чтобы получить контрастный кант. Вот. Без обтачек вот рамки заготовленные. Ваша задача проклеить одну сторону, у меня проклеены они обе, одну сторону вот этой рамки кармана уплотнителем. Это и будет лицевая часть кармана, которая не проклеена, будет внутри кармана. Почему только половину? Чтобы избавиться от лишнего уплотнения. Очень толстая ткань. Пришиваем и дальше покажу. Подкладываем под лапку машины так, чтобы игла вошла в уголочек кармана, в намеченный уголочек кармана. И делаем закрепочку, небольшую закрепочку, 2-3 стежочка. Ставим длина стежка 2 миллиметра. Дошли до края кармана. Убедились, что игла стоит в уголке. Оп. Закрепочка. Повернули. Идем по ширине кармана. Тоже в уголке закрепочка. Опять в уголке закрепочка. Убедились, что игла пришла ровно в ту строчку, которую наметили. Начали уже прострочили. Четко в тот же уголочек. Развернулись. Закрепили. Вот наш долевичок. Вот наш карманчик. Наша задача его вырезать. Не разрезать, а вырезать, не доходя до строчки 1-2 мм. Если ткань сыпучая, 2 мм. Для чего делали закрепки? Закрепки делали для того,
что даже вот эти 2 миллиметра мы будем разрезать, надсекать в уголках прямо к строчке. Что мы делаем? Складываем вот так вот карманчик. Вот так. Просто по центру вот так разрезаем. И теперь наша задача вырезать его близко к строчке. Вот просто вырезать середину кармана. Желательно это делать ровненько, обязательно ровненько, потому что с лицевой стороны карман повторит все ваши искривления, которые вы здесь допустите. Следим так, чтобы тут снизу ничего лишнего не попало, чтобы вы не резанули ничего лишнего. Удалили сердцевину кармана. Все лишнее подровняли. Смотрим, где у нас что здесь мешает. Все выровняли. Вот мы вырезали наш карманчик. Наша задача сейчас прямо к строчке аккуратненько срезать уголочки. Максимально срезать уголочки, прям до строчки. Освободить уголочек и сделать его таким вот подвижным. Точно так же. Очень осторожно, потому что ткань пушистая, трехнитка. Вот так. Освободить уголочек. Вот он такой подвижный стал. Есть. Все 4 угла надо так сделать. Прям до строчки в угол туда. Но не повредить нитку ни в коем случае. И прям вырезать такую стрелочку, такой уголочек. Есть. И последний. Сделали. А теперь смотрим. Внимательно смотрим. Если мы делаем с кантом контрастного цвета, у нас же кант сложен лицом к лицу здесь под мешковиной, то когда мы выворачиваем мешковину наизнанку, только мешковину, наизнанку, вместе с обтачками, которые здесь были пришиты, что мы делаем? Если есть обтачка, то вот эту мешковину с обтачкой мы делаем перекант на лицо. Вот он, этот кант, вот он. Как мне близко показать, чтобы было видно. Вот где строчка. Видна ли? Вот мы делаем вот такой перекант. И получается, что у вас основное изделие белое, а снизу перекант на лицо идет контрастная ткань. Берете нитку с иголкой и косыми стежками выметываете непременно. Потому как если вы мастер уже большой и опытный, можете не выметывать, можете вот так вот его иглами прикреплять, затем утюгом приутюжить, и у вас будет этот перекант. Но в нашей ситуации без канта, я делаю карман сейчас без канта, я эту мешковину, перекант делаю наизнанку. Вот с лицевой стороны, вот это вот будет с изнанки. Кант уходит туда наизнанку, а с лицевой стороны чистый край. Ваша задача сейчас этот перекант, вот даже я не поленюсь, возьму иглу с нитью, рамки у меня уже заготовлены. Можно просто прямо на утюге это сразу заутюжить. Но поскольку я показываю, как это делается, поэтому буду сметывать, что мне делать. Тем более, что у меня не целый, как бы, не полочка, а обрезок ткани. Ну, что уж делать. И смотрите, выворачиваем наизнанку карманчик, проверяем все уголки, что у нас все хорошо получилось, нигде не высовывается никакая ткань, все уголки красивенькие.
выравниваем. Он сразу не захочет выравниваться, а мы его заставим, хоть это и толстая ткань. И делаем перекант вот сюда, наизнанку. Наизнанку, чтобы остался чистый край. Вот такой вот. Делаем. Все в нашей власти. Никакие узелки мы не завязываем, чтобы легко потом выбрать наметку эту. Обычным косым сметочным стежком, которые выметываются борта на пиджаках. Это все умеют делать. Следим за тем, чтобы у меня здесь мешковина не скользкая, прилипучая. Ничего. И вот этот наш долевик, видите, не дает растягиваться карману. Не дает. Вот он спасает от растяжения. И ваш карман не будет расходиться, не будет кривым, не будет косым. Все, делаем перекант. Можно было прострочить вот по мешковине, но нам лишние швы здесь не нужны. Здесь должна быть тонкая работа, изящная. Никакие лишние швы нам здесь не нужны. Мы должны красиво оформить перекант. Оформляем. Близко к строчке, прям чтобы вот этот краешек, который мы срезали, чтобы его зафиксировать, чтобы он ровно лег, чтобы он не болтался и не оттопыривал нашу мешковину. И густенькими стежками, ну хоть бы 3-4 миллиметра, ну максимум 5 миллиметров друг от друга выметываем весь карманчик. Вот так по контуру весь карманчик. Не надо сильно затягивать стежок. Не надо, чтобы нить прям утонула туда, но чтобы она все же легла плотненько. И выметываем весь карманчик. Следим, чтобы кант был ровный. Обязательно. От этого зависит красота вашего кармана, его форма. Вот. Я повторяю форму кармана, который был в спортивном костюме спортшик. Но эту форму можно делать круглую, треугольную, овальную, какую вы захотите, с какой вы только сможете справиться. Доходим до уголка. Очень внимательно смотрим, чтобы уголочки наши не повылезали. Вот видите, красиво зашито, чтобы он не вылез ни в коем случае. И поперек кармана, вот эта ширина его, она тоже должна быть ровным уголком. И мешковина в этом уголке имела перекант наизнанку. Здесь надо немножечко потрудиться. Это не так уж и сложно, но думаю, пару карманов, ну не пару, десяток карманов сделаете, вы будете делать это легко и быстро. А первое время будет вам сложновато вот этот в углу сделать этот красивый перекант. Он будет стремиться все время на лицо вылезть. Не пугайтесь, ничего, главное, никуда не торопитесь, а четко работайте, понимая, чего вы хотите, какого результата вы хотите достичь. И все. Дальше, если вам трудно на весу, у меня короткая работа, а у вас же будет целая полочка, можно выкладывать на стол. Вот так вот выкладывать на стол, фиксировать. Но если вы обрабатываете уголок, все равно вам придется взять его в руки, дабы удержать этот треугольный перекант правильной формы. Поэтому остальное вы можете на столе сметывать, не поднимая работу, не отрывая от стола. Мне удобней так. Следим непременно в уголке за перекантом. Это очень важно. Вот такой вход в карман у вас должен получиться. Сейчас мы идем на утюг и приутюжим с лицевой стороны. Убедиться, что все хорошо, что все красиво, все нормально, перекант соблюден. Положить лицом вниз, вверх изнанкой.
Здесь тоже убедиться, что здесь все хорошо. И по мешковине без проутюжильника приутюжить. Даже немножечко, если вы уверены, что четко лег кант и в уголках, везде форма соблюдена. Нигде не завалился уголочек, он остренький. Все нормально. Ставим утюг и чуть-чуть пара. Придавили. Вот. Чтобы он не топорщился, этот срез. Еще раз. И чуть-чуть просушили. Вот так елозить и заходить дальше за границы этой мешковины вот просто нет необходимости, поверьте мне. Это трехнитка. Вы выйдете за границы, этот пух сразу припечатается и останется след утюга. Вам это не нужно, ну вот просто не нужно. Вам достаточно этой мешковины, вот, которая вам позволяет не делать лишних движений. Все, приутюжили. Наша задача посмотреть, что с лицевой стороны. Убрать лишние иголочки, если они есть, чтобы они не поплавились. Убираем. Проверяем наш карманчик, выравниваем. Может, где-то утюгом слегка перекосили, может, что, ну, разные ситуации бывают. Это ткань. Все, выровняли, лежит наша рамочка. Берем проутюжильник, непременно берем проутюжильник, и лучше не марлю, а тканевый. И хорошенько с лицевой стороны придали форму. Не давите этот утюг, не зверствуйте, пожалуйста. Иначе, ну я вам сейчас покажу. Вот если вы будете давить, вот я сейчас выхожу за границы. Видите, сразу граница обозначилась, край проутюжильника. Потому что это ткань такая. Этого делать нельзя. Должно быть все красиво и все ровненько. Вот готовый наш карманчик. Пусть он ждет своей очереди. Наша задача что сделать? Смотрите, есть две рамки. Определяем, где лицевая, там, где проклеена. Есть. Где лицевая? Вот проклеена. Есть. Нам надо их свести четко одна к другой. Если у вас уже большой опыт, вы можете здесь ничего не фиксировать, а подставить под карман уже вот в таком виде. Если у вас мало опыта, я вам очень рекомендую, как при обработке кармана в рамку, сделать косыми стежками крестик, чтобы у вас карманы вот так не бегали. Захватывая края, не перекашивая, не растягивая ткань, держите, прижимаете этот хвостик нитки вот сюда. Они у вас абсолютно одинаковые, эти рамки. Держите этот хвостик, чтобы он никуда не убежал, не вылез. И идете вот так вот, захватывая. Вот, все, уже хвостик никуда не убежит. Нам надо создать вот такие косые стежки и объединить две этих обтачки. Тоже не надо их делать очень широкими, сантиметровыми. Не ленитесь. Это все качество вашей работы. Такую процедуру в карманах в рамку, в пиджаках ручной работы всегда проделывают, чтобы рамки ни в коем случае не нашли одна на другую. В процессе утюжки, сборки, стачания разных деталей, чтобы они не перекосились, чтобы карман был идеален. Игла должна идти ровно, не по косой. Если она вошла здесь в белую, то она должна выйти ровно и в черную рамку прямой линией. А теперь возвращаемся обратно, скрещивая, и это нам позволит избежать, когда, видите, вот
вот этого избежать нам позволит. Вот этого движения. И теперь опять мы должны попасть в эти же наши дырочки. Вот. Откуда игла входила и выходила, мы должны точно так же попасть обратно. И теперь вот у нас две рамочки, которые у нас будут по дизайну. Они у меня в моем костюме спортшик расположены вот так. Вот так. По косой. Они образуют треугольнички. Но можно расположить вот так. Можно расположить вот так. Можно расположить вот так. Можно расположить, не уходя, не делая вот одинаковые треугольники, а оставить вот такие треугольнички. То есть, если здесь полсантиметра оставили, то значит и на белой стороне тоже должно быть полсантиметра. Все в вашей власти, все в вашей фантазии. Эта форма может быть овальной, круглой, треугольной, ромбами, сердечками, неважно. Такой формы, с которой вы сможете справиться. Но мы повторяем карман, который был в костюме спортшик. Значит, у меня идет вот так вот карман. Вот вход в карман. Вот вход в карман. Значит, мы должны обтачки расположить так, чтобы при входе в карман у нас рука хорошо туда скользила и заходила. Поскольку я на кусочки ткани делаю, я вам обозначаю низ изделия. Вот. Вот это низ. Значит, нам вот сюда руку, как будет удобно в карман в этот. Если мы поставим сюда широкий край черного, то при опускании руки в карман у нас пальцы все время будут цепляться за этот широкий край. А когда у нас идет вот так от широкого к узкому, то у нас рука по вот этому скользит, по вот этому срезу косому и прекрасно попадает в карман. И ей ничего не мешает туда попасть. Значит, мы располагаем именно так. Вверху черную рамку широкую, а внизу белую рамку широкую. И фиксируем это иглами. Или пришиваете нитками, сметываете, если вы не уверены в себе. Сейчас фиксируем вот так, как есть. Смотрим, чтобы ровная линия была. Обязательно на это обращаем внимание. Наш карман должен быть ровным и красивым. Фиксируем поперек. Вдоль нет смысла фиксировать. Абсолютно. При строчке оно перекосится. Обращаю ваше внимание на толщину бутерброда. Ткань трехнитка. Плотная, тяжелая. Поэтому работать надо осторожно, правильно, и всегда лишнее утолщение избавляться от него. Оно нам не нужно. Все, зафиксировали. Вы можете зафиксировать это густенько. Я вас прошу, зафиксируйте так, чтобы у вас не перекосилось. А лучше сметайте, вам так будет гораздо удобней. Просто прострочила и все, чтобы не было никаких перекосов. Пришиваем. Выставляем длину стежка 3. Игла у нас 90. Да вообще футер можно универсальной иглой 90 работать и не бояться. Выбираете лапку
которая вам позволит ровно прострочить строчку. Наша задача пройтись вокруг этого квадрата на расстоянии 1 мм от края и проложить эту строчку идеально ровную, потому что это лицевая часть изделия, это самая видная зона. И мало того, ко всему этому прочему, строчка должна быть надежной и прочной. Закрепку делаем очень незаметную. Закрепку делаем маленьким стежком. Уходим на двоечку. Делаем 2 стежка. Первых 2 стежка. Длина двоечка. 1, 2. Возвращаемся. 1, 2. Переходим на тройку. И теперь строчим по всему периметру, удаляя иглы, не боясь, смело держим весь этот бутерброд, выравниваем этот срез, чтобы все было ровненько. Вот нам уже видна там строчечка выезжает. Все должно быть ровненько. Удаляем иглы. Красиво лежит ровненько, следим за этим. У вас все здесь приметано, закреплено. Проверяем, в какой уголочек пришла игла. Можно пол стежка? Нет, не надо ничего сдвигать. Все нормально, все мы можем строчить дальше. Все легло нормально. Проверяем здесь уголочек, чтобы не сместилась у нас наша обтачечка. Фиксируем все хорошенечко. Есть. Еще один стежочек. Смотрим, куда пришла игла. Еще полстежочка. Вот так. Уходим на 2 миллиметра и пару стежочков закрепочных. Можно приутюжить. Утюжить без фанатизма, чтобы нитки не отпечатались в этой ткани. Мы зафиксировали, сделали первый этап. Прострочить по нижнему срезу кармана отделочную строчку с лицевой стороны, дабы зафиксировать вот эту рамку. Она же будет служить и подзором. Когда карман откроется, то она будет темненькая и будет все нормально. Значит, нам надо вот здесь проложить отделочную строчку, а затем, когда мы сошьем мешковины, обе, мы тогда прострочим и остальной участок отделочной строчки. А теперь только ровный участок. Ширину отделочной строчки вы выбираете такую, как вы считаете нужным. В пределах 1 сантиметра. Но это будет не очень красиво, этот сантиметр. Я обычно делаю 0,3-0,5. Выберем 0,5. Смещаем иглу. Длина стежка для отделочной строчки в любом случае должна быть больше, чем та, которой вы пришиваете карман. Это должно быть 3-3,5, а то и 4 миллиметра. Зависит от толщины вашего бутерброда. Толщина ткани диктует вам длину этого стежка. Но он должен быть красиво лечь на этой толщине. Он не должен утонуть в эту ткань. Проложили отделочную строчку. Для чего? Потому что когда мы карман накроем второй мешковиной, у нас не будет возможности это сделать. Поэтому мы здесь проложили отделочную строчку. При правильном подходе к работе этой вы должны непременно следить за тем, чтобы с этой стороны были черные нитки.
Где есть черная ткань и где есть строчка, то на ней должны быть черные нитки. Менять постоянно. Я не меняю, потому что это все время съемок. Дальше. Наша задача сейчас максимально срезать уплотнение одной части обтачки. Вот внутренней, чтобы эту пришить к мешковине как подзор. Выкладываем ровно нашу работу. Все выравниваем, чтобы ничего не мешало. Равняем срез этой обтачки, которая будет сверху, которая нашьется на саму мешковину. А нижнюю ее часть удаляем прям под строчку. Вот просто берем и вот эту толщину вырезаем. Она нам здесь не нужна. Фиксируем хорошенечко вот здесь пальчиками, чтобы вы чувствовали ее. И вырезаем как можно дальше. Вот так. Опять подтянули. Все срезы должны быть ровные. Они могут вылезть при утюжке. Если вы будете сильно утюжить, давить утюг, все неровности могут вот здесь всплыть. Поэтому одно уплотнение мы убрали. Теперь наша задача к мешковине этот край, вот этот край зафиксировать. Выбираем строчку, которая нам поможет это красиво сделать, и сразу же как будто бы обработать срез. Хотя в трехниточной ткани нет необходимости оверлочить эти срезы, но тем не менее я выбираю, нитки меняете опять же на черные, а снизу белые. Я не меняю в целях экономии времени. Выбираю такой зигзаг, который будет пришивать вот здесь обычной строчкой, а край обрабатывать. Делаю его немножечко гуще. И вот смотрю, чтобы нигде ничего не перекосилось, ровно легла эта наша рамочка на нашу мешковинку, нигде ничего не затягивалось, и начинаю работу. Порядок. Теперь наша задача мешковину вторую пришить к первой, но пришить закрытым швом. Прежде чем делать вот эту строчку, которую сейчас я вам продемонстрировала, вы должны приколоть иголочками, чтобы у вас не пошел перекос. Если у вас опыта мало, обязательно приколите это иголочками. Вот. Дальше. Значит, все предельно просто. До безобразия просто. Вот мы наложили эту мешковину. А теперь нам надо, вот, держите пальчиками, отворачиваете. И вот то, что вы зажали пальцами, сделайте швом вот так наружу. Фиксируйте иглой. Дальше. Совмещаете. Вот еще насечка. Фиксируйте иглой. Дальше. Край совмещаете здесь. Не захватывая долевик, а просто мешковину. Свели края мешковины. Фиксируете иглой. Когда вы научитесь делать это много раз, сделайте, вот насечечки наши, фиксируйте иглой. Вы это будете делать без всяких иголок. Но я вам обязана показать. Долевик не входит сюда. Никоим образом не входит туда долевик. Фиксируйте мешковину. Игнорируя вот это. Игнорируя. Толщину нам сюда сейчас давать нельзя. Просто вырезаем лишнее. Оно здесь просто не нужно. Удаляем.
Никаких уплотнений, никаких утолщений. Ничего, что может попасть и создать нам какие-то бугры, нам это не надо. Для пущей гарантии, если вы сомневаетесь, и сюда натыкайте иголочек, чтобы оно нигде у вас в процессе шитья не перекосилось. Все, хватит этих игл. Я вечно ими колю себе руки. И теперь сшиваем швом в 0,5 сантиметра. Шьем. Ничего лишнего внутри не надо. И снизу тоже. Только здесь дружат только мешковины. Больше ничего не участвует. Теперь берем эту мешковину и выворачиваем. Смотрим. Выравниваем все края этого шва наружу, хорошенечко выталкиваем, чтобы выровнялось. Смотрим, что здесь мешает. Здесь мешает мешковина, удаляем. Не мешковина, а подзор. Вырезаем, удаляем, он нам здесь не нужен. Толщину убрали. Что мы можем сделать еще? У нас здесь еще не зафиксирована отделочная строчка. Когда мы ее прострочим, только тогда мы сможем убрать лишнее утолщение. Хотя можно и сейчас убрать это лишнее утолщение. Вот так, просто срезать. Только внутри. Верхний край мы ничего не трогаем. Вот так. Равноценные на этой. Только внутреннюю часть. Все, что может принести бугорки, мы удаляем. Оно нам не надо. С этой стороны поступаем точно так же с этой стороны. Здесь у нас уже убрано. Эту часть удаляем. Все. Наша задача теперь прострочить мешковину, выравнивая вот этот шов. Вот хорошенечко выравнивая, вот так вот. Прострочить эту мешковину. И строчим на обычную ширину стежка. Ширину строчки 0,7 сантиметров. Все зависит от того, какую строчку вы выбрали. Изначально при раскрое мешковины сантиметр или 0,7. С такой и строчите. Выравниваете этот шовчик хорошенько. Карманы я всегда строчу двойной строчкой, то есть я еще одну прокладываю для гарантии. И теперь я прострочу еще раз. Можно в ту же самую строчку, а можно рядышком. Дальше. Нам надо зафиксировать верхний срез и боковые срезы кармана. Как мы это делаем? Это можно сделать с изнанки, но какая в этом необходимость? Если мы можем одновременно сейчас отделочной строчкой сразу прикрепить и срезы, и мешковину. Поэтому нам нет необходимости сейчас морочиться вот с этим там внутри. Мы прям продолжим вот эту строчку. Наша задача строго попасть в предыдущую строчку отделочную, которую мы делали. По низу кармана. Это отутюжится и будет все красиво. Вот. Попасть четко в эту строчку. Можете наметить ее себе карандашиком, который от утюга исчезнет. Выбрать меньше стежок, чтобы закрепочку поставить. И
поехать. И теперь по кругу проложить отделочную строчку. Вот, все, мы зафиксировали все. Посмотрите, какой карманчик. Приутюжим утюжком. Отделочная строчка проложена. С этой стороны, если у вас долевик не клеевой, не приклеенный, его можно приклеить обычной паутинкой. Что касаемо этих бутербродов, они у меня сейчас наружу, вы их видите, но вы в своей работе не будете видеть, потому что у вас будет полочка большая. У меня здесь отрезано оно для наглядности. Значит, вы выворачиваете наизнанку, берете карман ваш, выравниваете этот срез относительно вот этой строчки. Вот смело берете и выравниваете. Подровняли. Наша задача убрать отсюда лишнее утолщение. Смотрите, сколько здесь ненужных слоев. Они нам здесь просто не нужны. Оставляем только лишь долевик. Вот он, первый слой. Вот он, наш долевик. Оставляем его. Остальное и верхний слой кармана оставляем. Вот у нас мешковина. И здесь рамка кармана, вот она толстая из 3 нитки. Что мы делаем? Мы должны срезать один край коротко, а второй чуть дальше, чтобы не в одну толщину срезать, чтобы сделать плавный ступенчатый переход, который избавит нашу работу от лишнего уплотнения. Значит, здесь нам наметка мешает. Удалим наметку, она нам уже не нужна. Она отработала свое. Наметку никогда нельзя выдирать вот таким способом. Вот этого делать нельзя, ни в коем случае. Вы оставляете следы от наметки, таким образом повреждаете плетение ткани, поэтому вы должны надсекать наметку в нескольких местах и затем безболезненно ее вытащить, без всяких проблем, не повреждая ткань. Вот таким образом. Убрали эту наметку и начинаем. Долевик оставили, мешковину срезали, есть. Дальше срезаем максимально один слой обтачки, рамки кармана. Максимально срезаем, вот насколько это возможно. Руками фиксируете вот так вот, чтобы вы не зацепили нигде ничего лишнего. И просто удаляем. Внимательно смотрите, чтобы вы ничего лишнего не чеканули. Удалили. Максимально удалили. А вот этот слой обтачки, видите, вот мешковина осталась. Мешковину мы не трогаем, мы отгибаем. Мы срезаем выше. Мы срезаем выше вот этой обтачки, ну, буквально на сколько-то там миллиметров. Вот так вот. Чтобы получилась такая вот плавный переход, не сплошная линия такая. Ну, 3-4 миллиметра от края, ровным срезом. Теперь наша задача прикрепить долевик и мешковину между собой. Хотите, этот слой бутерброда, он не прикрепляется к самой полочке никаким образом, он в свободном полете. Поэтому здесь вы можете просто проложить оверлочную строчку, можете прострочить зигзагом, это не важно, на ваш выбор. Делаем это. Выбираю зигзаг и обрабатываю этот край. Смотрите, никаких перекосов, никаких заусенец, никаких ничего. Должно быть все красиво и гладко.
обрабатываем срез, красиво срезая лишние ниточки. Но у вас их не будет, а у меня в мешковина из морлевки, поэтому все сыпется, все лезет. При обработке вашего изделия, вашей ткани нормальной такого быть не будет. Потому что это просто образец, чтобы показать вам. Вот такой карман с изнанки у вас должен получиться. Красивые срезы. Сейчас мы это все приутюжим. Карманчик не видел еще утюга. С лицевой стороны вот он, вот такой вот. И наша задача снять наметку, произвести влажно-тепловую обработку. Что еще можно сюда добавить? Если у вас так случилось, что у вас нет мешковины в цвет вашей ткани, а она несколько другая, отличается по цвету, вы можете, но это даст опять-таки дополнительное уплотнение, на наружную мешковину, которой вы накрывали уже карман, когда пришили рамки. Сейчас я вам покажу их. Вот этого никогда так не делайте. Это я спешу, поэтому я рву эту наметку. Вы должны надсекать и все по правилам делать. А у меня этот образец, который я потом выкину, поэтому мне не жалко. Я в спешке снимаю эту наметку. Смотрите, вот откроется карман, видите? И вот эта наружная мешковина, которая накрывает все, что там внутри у нас сшивалось. Вот наша ручка в карман вошла. Видите, вот так. На эту часть мешковины накладываете подзор в цвет этой ткани, если в этом есть необходимость. В трехнитке этого делать, в крайнем случае надо. Просто в крайнем случае. Дальше. Отделочную строчку можно прокладывать в 2 ряда. Это как вам захочется. Удаляем наметку, утюжим. И карман готов. Вот та самая паутинка, которую вы можете приложить вот на край этого долевика, вот так вот, на край этого долевичка. Отгибаете вашу ткань, смотрите, чтобы не расходился карман. Вот ваш долевичок прикреплен к этой ткани. Вот таким образом. Мешковину на изделии, вот я вам покажу здесь, на этом участке, не надо приутюживать к основному изделию вот таким образом. Смотрите, что получается. Видите эту складку? Поэтому мешковину кармана надо утюжить, отгибая от основного изделия. Иначе она вся будет вот здесь у вас снаружи отпечатываться. Вам это ни к чему. Снаружи должно быть все идеально, все красиво. Наш карман обрабатывается, влажно-тепловая обработка, только лишь с использованием проутюжильника. Обязательно. Иначе на темной ткани могут быть ласы. На белой ткани может быть желтизна. Мало ли, какая там соринка в утюг попала. Вот наш карманчик. Вот наш карманчик. Вот его изнанка. Вот так выглядит карманчик. Что еще надо сделать? Ручными стежками, либо машинкой. Один стежок сюда, один обратно. Закрепить на каком-то расстоянии от этих углов. Видите, они здесь отдельно друг от друга, эти обтачечки. Вот наши рамочки. И здесь закрепить, чтобы они не расходились. И чтобы, когда вы используете, и вынули руку, и у вас не оттопыривался вот здесь карман. Вот и все. Мы сделали это.
С любой стороны здесь у вас будет приклеено красиво. С любой стороны ваша работа выглядит великолепно. Она достойна хорошей оценки. Вот так, мои дорогие. Вот так мы поработали. Такой карманчик. Возьмите себе на заметку, пожалуйста, пользуйте эту технологию и делайте любые формы. Хотите, сделайте просто сердечком, чтобы вот низ изделия и вниз пошло на сужение сердечка вот здесь. Вот. То есть, ну, все в вашей власти. Все, переходим к другому карману. А теперь, дорогие мои, рассмотрим второй карман, который можно сделать таким же способом, не напрягаясь. Вот наша рамочка. Она очень красивая получилась, хорошая. Смотрите, что мы делаем. То же самое с изнанки провели линию кармана, где вот точка стоит, ограничивающая длину кармана. Это середина, это линия кармана. Я ее провела. Вот она видна. Положила долевик. Середина к середине, чтобы долевик хорошо укрепил этот карман. Есть, я это сделала. Закрепила этот долевик иголкой. Есть. Переворачиваю на лицевую сторону. Здесь у меня намечен карман на лицевой стороне. Намечен его центр, просто центр. На основной ткани у меня не нарисован весь карман, в этом нет необходимости. Просто центр, который сориентирует меня для того, чтобы я правильно положила мешковину. Кладем мешковину точно так же, как в этом кармане. Так, чтобы вот низ изделия, вот вход в карман. То есть вот он вот так входит, не вот так, не вот так, а вот он к низу стремится мешковина, к низу изделия. Положили правильно мешковину. На этой мешковине ориентируйтесь на центр вашего кармана. Вот мы ставили, смотрите, проходя через центр вот этого кармана, мы ставили на нашем изделии точечки, на которые мы будем ориентировать линейку для того, чтобы определить, что здесь его центр. Сделали. Отмерили здесь нужную длину 15 сантиметров. Теперь мы хотим по этой же технологии вставить сюда молнию. Смотрим, вот наша молния. Я взяла вот такую вот молнию, мне захотелось. Да, она у меня без всяких ограничений, без ничего. Для того, чтобы, если у вас молния имеет ограничения, ограничитель здесь металлический, вы не можете иглами их проткнуть, значит, вам нужно сделать так, чтобы этот ограничитель оказался снаружи, либо же снять его вовсе, снять лишние зубья и закрепить вручную эту часть, чтобы молния не расходилась. Точно так же и здесь. Отмерить нужную длину молнии. Вот она дошла до конца кармана. Дальше зубья поснимать обычными щипчиками, поснимать лишние зубья, чтобы благополучно зафиксировать эту молнию поперек кармана. Замеряем нашу ширину молнию, которую вы хотите оставить, эту ширину. Допустим, вы хотите закрыть полностью вот эти стороны молнии, эту тесьму, на которой держатся зубья, оставить только зубья. Значит, вы замеряете ширину зубьев, зубочков вот так. И вот для чего я взяла такую молнию, чтобы вы наглядно видели вот эти полосы зеленые, смотрите, они отходят на 2 миллиметра от самой пластиковой молнии, от зубчиков. Для чего они нужны? Вы не можете дальше зашить так, чтобы только пластиковые зубья. Вы не сможете тогда ни открывать, ни закрывать, потому что ходунок шире, чем сам пластик. Поэтому от пластика в каждую сторону по 1 миллиметру, по 1,5 миллиметра и замеряете это расстояние. В моем случае это получается 8 миллиметров. Значит,
от центра, от нашей центральной линии, которую мы определили, что это вход в карман, его центр. В каждую сторону, если 8 миллиметров, то в каждую сторону по 4 миллиметра отложили. С этой стороны и с этой стороны. Соединили эти линии, нарисовали вход в карман. Наша задача точно так же, как и на предыдущем кармане, просто проложить строчку густым стежком, закрепляя в каждом углу эту строчку, для того, чтобы мы могли вырезать это пространство для присоединения нашей молнии. Обращаем ваше внимание, что долевик прикреплен, но смотрите, нет ли там, не попала ли где игла, чтобы у вас все было хорошо. Вот здесь, пожалуйста, закрепите себе, чтобы у вас нигде не пошел перекос. Я вас умоляю, карман – это лицо мастера. Начинаем работу с уголочка, четко попадая во все уголочки, никуда не смещаясь, не перекашивая. Ставим строчку на двоечку. Смотрим, чтобы все было ровненько. Все точно как в предыдущем кармане. Складываем ровно пополам, надсекаем посередине. Ставим удобно ножницы, близко к строчке срезаем. Вырезаю уголочек прямо к строчке. Наизнанку нашу мешковину. Делаем перекант наизнанку. Делаем перекант наизнанку. Убираем иглы, чтобы они нам руки не кололи. Красиво делаем перекант. Выметываем. Проверяя уголочки. И начинаем работу. Перекант. Как и в том случае. Вот он перекант, он виден. Фиксируем край нитки. Пальчиком удерживаем. Все. И работаем дальше. Точно так же утюжим, как и в первом варианте. Проверяем, выравниваем. Накрываем проутюжильником. Фиксируем сверху. Есть, мы получили отверстие, которое нам надо вставить молнию и накрыть второй мешковиной. И у нас получится прекраснейший карман. Сделаем это. Для того, чтобы поставить молнию, нам надо снять некоторые зубцы из этой молнии. Сейчас я покажу, как это делается. Можете взять просто вот такую ленту, которая не имеет ни начала, ни конца, никаких ограничений, ни сверху, ни снизу. Это неплохой вариант, когда вы берете метраж, просто метраж, а не отдельную молнию. Это очень хорошо использовать для капюшона, для карманов в рукаве, ключницу. То есть много чем интересно. Что мы делаем? Наша задача снять несколько зубьев в начале молнии, для того, чтобы ее хорошо пришить, иначе нам этот пластик не позволит это сделать. Ну, вот просто не позволит. Значит, зафиксируем ниточкой какой-то предел, поставим предел.
Вот просто поперек зафиксировали нитками. А теперь мы можем смело снимать зубцы. Обычные щипчики берете вот так. Вот. Не вот так, не вот так, а вот за вот эту широкую часть и подковыриваете. Оп! Вот, отковырнули немножко, а теперь его захватываете и снимаете. Кладете. Следующий зубчик точно так же. Попытайтесь взять за широкую часть, подковырнуть, снять. Дальше идете. Широкая часть. Подковырнули. А не хочет ковырнуться. Хорошо, мы с этой стороны ковырнем. Сняли. Сняли. Все, нам этого хватит для того, чтобы зафиксировать молнию. Хорошо, есть. Значит, наша задача замерить теперь, где у нас будет вход в карман. Вот так будет вход в карман. Вот низ изделия. Вот стрелка указывает, что это низ изделия. Наша мешковина указывает, что вот низ изделия. Значит, молния должна идти сверху вниз. Фиксируем. Подставляем так, чтобы в отделочную строчку зубцы не попадали. Фиксируем. Я вам рекомендую фиксировать это не иглами, а приметать. Если у вас опыта еще мало, пожалуйста, приметайте, не поленитесь. Это поможет сделать карман вам красивым, надежным. Не поленитесь. Когда кто-то делает, то кажется, что это, ой, да что там, это очень просто, я это сделаю. А когда начинаешь его делать, шить, то получается, что не так уж это и просто. Вот. Хотя действительно ничего сложного такого уж совершенно нет. Заводим сюда бегунок наружу, замеряем. И смотрите, какой финт можно еще сделать. Я сейчас зафиксирую иглами, чтобы показать вам, как будет сидеть молния. Допустим, да? Вот. Зафиксирую, что вот у нас есть молния. А что мы можем добавить еще в этот карман? Смотрите, ну вот наша молния. Вот мы типа ее пришили, такие уже деловые, у нас уже все в порядке, да? Ну а мы хотим еще что-то сюда интересного добавить. Такого, чего нет у других. Совершенно нет. Смотрите, на самом примитивном декоре я вам покажу. Это не значит, что он будет именно такой. Это я просто отрезала кусок ленты. Смотрите, если у вас здесь металлический бегунок, вы можете искусственной кожей, тонкой тканью, похожей в цвет, закрыть этот бегунок поперек, вот с этой стороны. Просто положить вот таким образом. Тесемку берете любую или тонкую ткань в цвет. И вот таким образом здесь фиксируете. И когда вы вставите в карман, вот эта часть будет закрывать этот металлический бегунок. Это как вариант номер один. Вот здесь оно будет внутри. Это как вариант номер один. Второй вариант. Вы можете просто вставить фигурно любую тесьму красивую. Или любой декор, который вам хочется. До того уровня, чтобы была пришита часть. Сейчас я ее вытащу, игла мешает. Чтобы эта тесьма была пришита только с этой стороны и вот с этой. А вот здесь она доходила только до кармана, не зашивалась.
А если и зашивалась, то только на 0,5 сантиметра от края. Вот такой уголок. Вот, то есть подвернуть ее так, чтобы она просто была в свободном падении. Вот таком вот. Ну ладно, покажу полностью, потому что мне игла мешает. Вот таким образом можно сделать вот так. Накрыть. И вот ваша тесьма вот здесь заканчивается. Она дальше не идет. Вот таким образом. Вот такой уголок, а дальше пошла такая же тесьма. А с этой стороны вот такой же уголок, только отсюда такой же самый треугольник. Отрезаете точно так же тесьму, ставите сюда этот треугольник, и бегунок, когда вы будете застегивать карман, будет уходить под эту тесьму. Она у вас будет закреплена только вот так, по нижнему краю, а здесь по верхнему краю. Это вам как вариант, но сложный вариант. То есть, для фантазии здесь не ограничены возможности. Хорошо, поставили мы эту молнию, зафиксировали иголками, наша задача ее пришить. Вы не обидитесь, если я буду без иголок их пришивать. Хорошо, девочки мои? Я не могу. Меня эти иглы колят и отнимают кучу времени. Работаем. Вы уже видели, как с иголочками, вы уже видели, как можно приметать, можно не приметывать. Все зависит от вашего опыта. А мне еще работать и работать, поэтому мне надо быстро показать этот карман без всяких иголочек. Делаем закрепку обязательно. И на миллиметр от края увеличиваем до отделочной строчки, теперь после закрепки, и пришиваем. Эти мне иглы прямо впиваются в тело. Проверяем, чтобы зубцы не попали. Мы же близко к краю срезали зубцы, чтобы не попали зубцы под иглу. Хорошо закрепляем строчку. Все, мы пришили нашу молнию. У нас здесь красота. Обрезаем все ниточки. Никаких ниточек в работе не должно быть. Снимаем скрепку эту нашу, которую мы закрепляли. Посмотрите, какое чудо. Это еще без утюжка. Наш карман готов. Наполовину готов. Наши действия следующие. Если у вас предполагается подзор, то вы берете вторую часть мешковины, накладываете сверху. Вот на эту часть пришиваете подзор нужного цвета, что когда молния будет расстегнута, вы внутри увидите тот подзор, который вы подшили. На эту мешковину вы его пришили. Затем те же самые действия, что я вам показывала. Прежде всего прокладываем отделочную строчку по этой части. По нижней части кармана. Отделочную строчку. Почему? Потому что когда мы накроем снизу еще одну мешковину, мы не сможем. Она нам помешает пришить отделочную строчку. Поэтому мы ее сразу проложим на 0,5. Закрепляем сейчас. Проложили отделочную строчку. Вот, проложили отделочную строчку. Теперь накладываем
Мешковина на мешковину. Мешковина на мешковину. Палец ставим вот здесь. Отгибаем эту мешковину сюда. Перехватываем. И вот так края соединяем по контуру иголочками. Фиксируем. Сшиваем на 0,5 сантиметров от края. Выворачиваем, выравниваем этот шов. Абсолютно выравниваем этот шов. Прострачиваем везде на сантиметр по контуру, закрывая внутри этот шов. Сделали. Затем перевернули и отстрочили отделочную строчку там, где ее еще нет. Попадая прям вот в эту строчку, начиная ее строчить именно вот с этого места. Прямо строчка в строчку. Выходя сюда и по контуру отстрочить на 0,5 или 0,3 или сантиметр, как вы выберете себе по своему дизайну. Тем самым вы фиксируете сразу же и внутреннюю мешковину, которую вы вторую пришили. Фиксируете все полностью, весь карман. Лишнее уплотнение удаляете. С этой стороны точно так же удаляете. Если подзор есть, вы его убираете, а молнию прикрепляете строчкой к мешковине и к долевику. Вот так вот прям отгибаете верхний слой изделия. Полочку отгибаете, остается долевик и вся каша, которую мы тут собрали в кучу. И близко к этому сгибу проложили строчку, окантовали ее зигзагом или оверлоком. Или вообще ничем, если эта ткань не сыпучая. Вот такой способ двух карманов создания интересных, неординарных. Вы будете уникальны, вы будете красивы, и все в вашей власти. Ну вот, мои хорошие, и закончился этот ролик. Сделали мы с вами два кармана. По-моему, выглядят они великолепно. Здесь еще снять наметку, провести влажно-тепловую обработку. Я этого уже как бы не делаю, у меня крепкие нитки, хорошие, не снимаются. Вот. Снимаем эту наметку, карманчик остается очень красивый, изящный, молния красивая. Выбираете, какая вам нравится, можете с блеском, можете светоотражающую молнию. Вы получите массу удовольствия от такого изделия, от такой красоты. Вам понравится такой метод обработки карманов. Да, надо немножечко в некоторых нюансах здесь заморочиться, но это не самое страшное. Ведь важен конечный результат, а он прекрасен. Он прекрасен. Посмотрите, какой карманчик чудный. И посмотрите, какая у нас получается изнаночка. Великолепная. Здесь я второй не закрывала мешковиной, потому что, один и тот же процесс, незачем показывать дважды. Но, тем не менее, мы с вами вот так быстро сделали два кармана разных. А вот третий вариант кармана. В предыдущем ролике мы с вами делали аппликации, а это накладной карман, который вот так вот накладывается тоже на худи. И вот такой вот вариант. Спасибо вам огромное за внимание. Обнимаю вас, дорогие мои. Спасибо за комментарии такие трогательные. Мне очень-очень приятно. Дай Бог вам, люди добрые, здоровья крепкого, мира и еще раз мира. Чтобы мы все жили дружно, созидали, и все было у нас хорошо. И были живы наши дети. До новых встреч!